когда же наступит настоящая весна? Ну вот для широтного пояса 55-60 градусов. По исследованиям синоптиков, сезон весны, он так называется естественный синоптический сезон весны, обычно наступает в конце 4-й, в начале 5-й пятидневки марта. И связано это с тем, что именно в этот период солнечные лучи уже приобретают такую энергию заметную, уже просто можно ощущать эту энергию солнца. Ну, плюс к этому в эти же дни, день весеннего равноденствия 22-23 марта. Ну и кроме того, 23 марта будет, как всегда, все прогрессивное человечество отмечать Всемирный день метеорологии, поэтому, естественно, весну нужно ассоциировать именно с этим событием. Вот это действительно так. Есть даже такие климатические характеристики, которые тоже, наверное, целесообразно упомянуть для московского региона, для каждого региона они свои. Вот есть такое понятие разрушения снежного покрова. Вот эта дефиниция, это определение связано с ситуацией, когда, по крайней мере, на 30% площади отмечаются прогалины, снег начинает таять, по меньшей мере на 30% площади. Дата этого разрушения климатического обычно 18-20 марта. Устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку, естественно, в сторону повышения, отмечается 25-28 марта. А сход снежного покрова в Московской области, естественно, не в городе, где его убирают, а в пригородах, в лесах, он датируется сход 5-8 апреля. Понятно, что эти все признаки, именно в это время обычно уже птицы прилетают, то есть такие фенологические признаки, именно в это время начинается уже разрушение льда. То есть все эти фенологические признаки, и синоптические исследования, они позволяют говорить о том, что весна наступает, конечно же, уже только в 3-й декаде марта, в начале апреля. Несколько слов о том, каковы итоги перезимовки озимых. Это очень важный вопрос, его часто задают. Закончилась зима, и в первых числах марта наши специалисты, агрометеорологи провели анализ. И, в общем, он такой вполне удовлетворительный, утешительный, как угодно, какие угодно слова можно подобрать. Во-первых, влагозапасы в почве достаточны практически на всей европейской территории России, то есть во всей основной сельскохозяйственной зоне нашей страны. Они достаточно, на самом деле, и на Урале, и на юге-западной Сибири, где тоже сельскохозяйственные условия позволяют вести такое интенсивное сельское хозяйство. Недостаток влаги отмечается лишь на востоке Ставрополья и в Калмыкии. Я могу говорить и о абсолютных значениях. 140-190 мм – это так называемая продуктивная влага, то есть запасы влаги в метровом слое почвы. Это очень хорошие предпосылки для будущего урожая. Озимые перезимовали вполне благополучно, несмотря на то, что были очень суровые условия во второй половине зимы и очень неблагоприятные условия, очень теплая погода была в первой половине зимы. Тем не менее, все фазы вегетации озимых проходили успешно, и количество, или, лучше сказать, площадь с изреженными посевами, то есть изреженные площади, они связаны с такой характеристикой: 50% озимых гибнут. Очень небольшая, она на 20-30% меньше, чем в среднем за последнее пятилетие. То есть вполне удачные условия, особенно в Приволжском федеральном округе. Очень хорошие условия, это основной наш зерносеющий регион. И еще несколько слов о том, каковы же предпосылки для половодья. Мы уже сейчас посчитали некоторые характеристики только для небольшого района, для юга и центра европейской территории страны. Так вот, прогноз
Росгидромета, Гидрометцентра России заключается в том, что максимальные уровни весеннего половодья в центре европейской части страны, вот на Верхнем Днепре, на Десне, на Дону будут ниже обычных значений. То есть мы не ожидаем в центре бурного половодья. Повторяю, это вот очень такой сжатый прогноз, гораздо более такая полная, мощная информация будет выпущена позже. Ну и условия, запасы воды в снеге, промерзание почвы и другие характеристики, значит, позволяют сделать заключение о том, что вот на Оке в районе Коломны, ну и на притоках Оки, вот таких как Зуша, Упа, Жиздра, Угра, и на многих реках Заволжья, в большинстве рек Заволжья максимальные уровни ожидаются выше обычных значений.